Всем привет! Пришла с Китая вот такая вот магнитолка, главное устройство на Android. Ну, в данном случае у меня она прямо со встроенной планкой на второй Ford Focus. Ну, вот сами магнитолы, они типовые, 9-дюймовые. Очень много их на AliExpress, стоят они по-разному, в зависимости от комплектации. Ну вот в чем суть. Я выбирал, кроме того, что это с планкой под Ford Focus 2, хотел, чтобы был, кроме встроенного микрофона, разъем под выносной микрофон, а также в комплектации была не меньше 2 гигабайта оперативки и 32 мегабайта памяти внутренней встроенной. Есть на известном сайте 4PDA ветка по ним на процессоры AES-8227. Ссылку я скину вам внизу, будет, почитайте, посмотрите. Суть в чем? Что китайцы даже на версии с 2 гигами оперативки ставят обычно 1 гиг, а остальные добивают swap-файлами, берут ее из внутренней памяти. Поэтому мы сейчас проверим, и в принципе, если это так, то можно открывать спор на несоответствие комплектации. Также тут можно учесть еще, что пишутся эти магнитолы. Идут, например, пишут Android 8.1 Go, некоторые пишут даже 9.1. Но, как мы все знаем, что написать можно все что угодно. Главное смотреть по уровню IP. То есть сумма IP, она и покажет истинный Android. Восьмерка это 26 IP должно быть, а все, что ниже, там другие, соответственно, андроиды. Значит, мы сейчас проверим, посмотрим параметры, и если это так, будем открывать спор. Ну, сразу вначале скажу вам, что, наверное, все знаете, что посылки нужно открывать под видео, только под видео, потому что AliExpress не примет вашу сторону, если не увидит, что вы открываете закрытую посылку. Так вот, если вы будете прикладывать только скриншоты, спор вы выиграете с маленькой долей вероятности. Поэтому сначала открывайте посылку всегда. Второе, вы когда открываете, смотрите, ну, кроме самого качества, вы, естественно, смотрите какие-то определенные параметры. Ну, вот здесь, например, да, серийный номер у меня забит, да, параметры. Какие-то, если нет номеров серийных, какие-то детали, которые потом только вашему устройству принадлежат, ну или не устройству, может быть, вы спор по поводу других каких-то вещей открываете. Вот, кстати, видим, да, видите, выпуск под внешний микрофон, у меня он отдельно, 1,5 метра. Ну, потом будем еще открывать внутрянку, опять же, на форуме 4PDA, там есть как улучшить и прием Wi-Fi, и заменить даже микросхему усилителя, надо это потом, это в другой части, сейчас нам не важно. Так, подключили мы, вот переходник, кстати, идет в комплекте, кроме рамки, переходник типовой для фордов, то есть вы вставляете по умолчанию, и должно все заработать. Главное, проверьте, китайцы иногда делают плохую распиновку, то есть здесь черная земля, красный провод, это провод замка зажигания, ну, когда вы включаете зажигание, появляется питание. А желтый это питающий трансформатор. Для чего нужен провод питания? Ну вот, я его так разорвал, эмулировал замок зажигания, можно вытащить. При отключении питания по красному проводу магнитола уходит в сон. Так, ну, давайте-ка перевернули, посмотрим сразу, что у нас тут есть. Так, ну, как я уже сказал, подключил питание. Так, ну вот, видим разъем. Как-то он так сделан колхозно. Ладно, разберемся, посмотрим. Вот, кстати, микрофон. Встроен, да, по комплектации. Что у нас есть? Вот такой вот проводочек. Это подключение камеры заднего вида. Сюда включается, а это две это антенки, одна Bluetooth, другая Wi-Fi. Да, кстати, по поводу подключения камеры. Найдете схему, но скажу, что многие теряются, подключают тюльпан.
Не забываю, чтобы магнитола перешла в отображение сигнала задней камеры, на нее должно поступать питание 12 вольт с лампочки заднего хода, ну, чтобы в момент включения заднего хода включалось. Вот на эту вот на эту проводочку. Называется по-разному: реверс, бэк. Вот он, типовой разъем. Сюда должно прийти 12 вольт в момент включения заднего хода. Ну, обычно это снимают. Если тюльпан с камерой с лампочки 12 вольт, можно найти на колодке предохранители и сюда подключить. Тогда магнитола переходит в режим отображения с камеры. Есть еще, вот, кстати, дополнительный пучок проводов. Включается вон сюда. Здесь у нас выход аукса, да, вот R. Вот мы смотрим, да. AUX R out. Правый. Белый у нас, соответственно, как всегда, левый, да, вот он. То есть это через них можно подключить. Внешний усилитель, не используя встроенный, который у нас идет через эту тюльпану. Здесь вход ауксовский, то есть, в принципе, можно запитать с какого-то другого носителя звука. Какие у нас здесь еще есть каналы видео in, то есть вы можете сюда подключить регистратор, ну или какой-то другой источник видеосигнала. Здесь еще, это вот видео out, это можно подключать какой-то дисплей, например, хотите купить для подголовника задних сидений и на него выдавать видеосигнал. Там дети, например, какой-нибудь мультик, пока дети в машине смотрят. Ну, в принципе, они все типовые чаще всего. Это ауксовский вход, как я уже говорил, то есть можно подать внешний сигнал. Так, здесь у нас видео второй, еще один вход, то есть два получается видео входа. Амконт. Честно говоря, надо посмотреть, не помню, что это такое у нас здесь есть. Так, это у нас два разъема USB. Один шестипиновый. По нему приходит обновление, как я уже сказал. То есть вы вставляете в этот разъем обновление на флешке, и он в разделе настроек обновляется с флешки. Вот обновление так называемое, не по воздуху, а по флешке можно, если вы скачали откуда-то. Здесь 4-пиновый стандартный разъем USB. Вот они включаются, 4-пиновые и 6. Вот они два разъема сюда. Здесь у нас обычно пустой. Сюда включается, что у нас, так, куда? Да, сюда у нас, сюда, точнее, включается у нас камера заднего вида с антеннами, а это пустой, это сигналы переходника CAN-баса. Ну, там посмотрите, если надо. Здесь не буду вдаваться в подробности. Посмотрим отдельную эту комплектацию. Есть вот такой вот разъемчик для антенны. Если у вас антенна не стандартная, типовая, или не подходит, вот, вставляете сюда провод, зажимаете и вставляете сюда. Это у нас выход, как вы видите, GPS. Вот у нас такой GPS антенна выносная. Ну, метра полтора провод. Сюда вот ее вставляете, прикручиваете. И будет ловить спутники. Ну и руководство по эксплуатации на английском, естественно, языке. Распиновка разъема, настройка. Ну, такая простецкая. В интернете можно поинтереснее найти. Тут еще вот эти два разъема. Это антенна, когда подключают, если на 4G есть версии. Плюс и минус, но через один вот виден джек. Ну, когда будем разбирать крышку, посмотрим, что это там такое наворотили наши доблестные китайские друзья. Так, примерно такое описание. В общем, подключил вот на компьютерный блок питания. Сейчас запустим и будем смотреть. Поставил я уже сюда при тестировании AIDA. Программка, потом есть такая интересная программка Fake Devices.
фейк. Это вы смотрите в Google, найдете, покажу. Она тоже параметры показывает. Ну, сейчас пока включу, и грузится. Ну и так, загорелась подсветка. Ну и третий у меня еще там тест телефона, ну, смартфона, там тоже какие-то параметры покажет. Вот три основных, в принципе. Но, опять же говорю, что китайцы научились обманывать эти программы. Там в том же форуме 4P, да, почитаете, это очень хороший форум. И, в принципе, если вдруг покажет параметры какие-то не те, которые мы ожидаем, будем думать, что делать дальше. Так, ну вот, загрузилась она, естественно. Настройки все китайские, тут нет сейчас сопряжения смартфона. Так, ну запускаем, смотрим, да, запускаем AIDA первую. Так, ну, производитель, процессор. Так, что мы видим сразу в первой, да, в системе? AIDA показывает памяти 2 гига, ну, свободного 1, и внутри 26, ну, там, понятно, какие-то встроенные предложения занимают, никогда не бывает свободного 32. То есть AIDA вроде показывает нормально. Это что касается системы. Переходим в раздел Android. Что мы видим? Написывается 8.1 Go, а уровень API 23. 23 это Android 6. То есть китайцы уже дурят. То есть уже на основании этого, приложив вот это вот видео, как вы запускаете AIDA, ну, можете скриншот, конечно, видео достаточно, можно уже продавцу предъявлять претензии, что если в описании указан 8.1, а у вас 23, это 6 Android. Некоторые, кстати, продвинутые китайцы уже умные, они там пишут, что по умолчанию 6 стоит. Видимо, уже были у них вопросы с покупателями. Так, уже видим Android не тот. Ладно, выходим. Так, запускаем тест телефона. Я уже прогнал, я не буду запускать. Сразу запустим отчет. Так. Отчет. То, что мы запустили. Так, ну здесь параметры. Тоже видим. Видите? 23 уровня IP. Все. Можно уже требовать деньги как минимум за несоответствие версии Android. Ну, разрешение памяти все нормально. Процессоре, как и ожидали, 4 ядера. Здесь 2 гига. Видите, тоже показывает, что 2 гигабайта оперативки. Ну, посмотрим. Запустим сейчас, как я уже сказал. Вот такая вот у нас еще приложение. Fake Davis Test на Google. Посмотрите. Он разработан специально. Тут вначале почитаете, для того, чтобы определить поддельное устройство. Так, что мы видим сразу? Конструкция, разрешение, то, что видели. Так, система. Видите, что SDK23, но тоже самая пишка, пишет, что версия 8.1. По факту не пройдена версия 6. Пожалуйста, вот как минимум, ну, долларов 10-15 уже можно требовать обратно, в зависимости там, как вас вы захотите потребовать. Так, ну память это видим, паса, тест пройден, то есть как и есть в памяти. Что мы видим дальше? Параметры все не красные, так что параметры, которые запрашиваем были. Нас интересует, да, RAM Information. Пишет, что Android сообщает о 2,1 гигабайте, свободном 1,2. Но в тесте памяти, возможно, есть какие-то замечания, и поэтому он пишет, что, скорее всего, 1 гигабайт. Видим, пишем, что при MMInfo и MMTotal есть вопросы, соответственно, скорее всего, на 1 гигабайт. Значит, что мы будем делать? А делать мы будем вот что. На основании этих программ можно уже требовать с AliExpress, точнее с продавца, если не согласится привлекать AliExpress на несоответствие версии Android. Так, а по поводу памяти нам нужно проверить дополнительными процедурами. Ну, первый это как вариант, если установить Android терминал на устройство, запустить проверку памяти. Но AliExpress не очень хорошо рассматривает такие претензии, поэтому лучше всего запустить программу FlashTool, ту, которая прошиваются обычно смартфоны на процессорах НТК. Но это в следующем видео я покажу, как проверим
по памяти. А сейчас просто посмотрим, сколько нам покажет терминал. Так, запускаем терминал. Пишем команду. Вот такого вида. То есть frame. Запускаем вот. Так, и что мы здесь видим? Total показывает 1,4 гигабайта. Используется 915. И вот видите, swap. То есть, скорее всего, память у нас гиговая, а остальные объемы добираются swap файлом. То есть, ну, посмотрим, запустим флеш-тул, посмотрим. И если на самом деле это так, приложим видео. Лучше, конечно, с флеш-тула. Более, скажем так, принимается к рассмотрению AliExpress, так как считывает прямо с железа, а не с оболочки. И, в принципе, можно будет требовать деньги, даже если памяти меньше. Сколько, каждый решает сам. Это, как говорится, на ваше усмотрение. Ну, вот о чем я хотел сказать, что параметры не все соответствуют заявленным. Можно попробовать стрясти денег с продавца, если согласится с AliExpress, вставит на нашу защиту. Ну, по крайней мере, попытаться можно. Ну, а что еще сказать по магнитоле? Так, ну, зайдем в настройки. Так, это настройки у нас самой магнитол. Так, это информация. Что мы видим? Ну, это версия прошивки идет. Кнопочка Hi-Fi, то есть, по идее, должна хорошо играть музыка. Видите, система Android 8.1, ну, тут все прописывается. 8.2.27 процессор. Здесь написано, естественно, DDR 2 гига, Flash 32. Ну, здесь ничего нового вряд ли мы что-то узнаем. Что и заявляет продавец, то и есть. Версия CAN-BUS, то есть, если вы можете купить переходник по коншине, получать информацию на магнитолу о параметрах, которые по коншине выводятся. То есть, например, там открытые двери, какое-то давление, там масло, температура. Все, что ваша машина может выдавать по коншине, ваш бортовой компьютер. Ну, естественно, это я сказал уже с фордовский, с полочкой. Но это универсально, они все стандартные. Так, ну здесь настройки разработчика, настройки автомобиля, не будем заходить. Да, вот, ну, зайдем. Настройки Android. Что мы видим? Ну, вид Android 6.6, да, как мы и предполагали. То есть типовой Android 6. Нет, хотя здесь написано, ну, китайцы уже научились все подделывать. Лаунчер, ну, такой простецкий. Ничего интересного нету. Обычно на том же 4PDA, почитаете, есть как минимум 3 лаунчера. Это Car Launcher, WebGuru, Car WebGuru и Agama. Ну, на ваши поставите как в стандартном смартфоне. Конечно, заменил, но музыка это стандартный проигрыватель. Тут, конечно, тоже можно поставить по умолчанию другой, какой вам нравится. Это уже на свое усмотрение. Чип радио. Наше настроено. Чистый Нави, что это у нас такое? А, это понятно, гугловский навигатор. Да, ничего интересного тут нет. Чистый Android меню. Приложение я тут некоторые уже поставил. Ну, вот что в этой части я хотел сказать. Вторая часть будет посвящена тестированию памяти по флеш-тулу. Дальше мы будем разбирать обратную сторону, начитавшись на 4PDA, будем улучшать сигнал Wi-Fi. Какие-то еще доработки посмотрим, может, сделаем. Ну, а дальше уже будем интегрировать в автомобиль. Всем
приятного времяпровождения, счастливых праздников. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, задавайте вопросы. Всем пока.